Поговорим сегодня о материалах. Эта работа, эта задача, она с одной стороны и простая, а с другой стороны и сложная. И всегда трудно остаться довольным. Для того, чтобы наложить материалы на наш объект, то необходимо включить кнопочку «Материалы» и затем выбрать тот объект и ту плоскость, на которую мы хотим наложить материалы. Ну вот видите, здесь у нас самое главное, на что должны наложить материалы, это будет здесь у нас стена каменная. Видите, я ее выбрал и затем выбрал библиотеку. И в библиотеке материалов выберу здесь камень. Выбираю камень. И вот здесь у нас есть, видите, тут там штук 50, наверное, подгруженных текстур разного камня. Вот, например, я выберу этот. Ну, явно, что нам не подходит, да? Другой тоже, видите, не подходит. Третий не подходит, да? То есть нам сначала нужно выбрать такую текстуру, которая бы, ну, приблизительно нас удовлетворяла. Потом мы будем с ней работать дальше. Вы видите, ничего подходящего здесь у нас нет. Дальше посмотрим здесь, что у нас есть подходящее. Как могли выглядеть стены нашего замка. Но видите, ничего такого тут подходящего нет. Дальше здесь посмотрим, что у нас есть. Ну, вот это может быть чуть лучше. Да, вот это еще лучше. Да, давайте пока остановимся на этом и посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, видите, немножечко здесь камень мелкий в этой текстуре, поэтому я щелкаю по значку и перехожу непосредственно к редактированию материала. Что мы можем здесь с этим материалом сделать? Посмотрите, мы можем изменить его блеск, допустим, увеличим. При визуализации, если мы увеличим блеск, он будет больше блестеть и отражаться, соответственно, больше. Можем увеличить рельеф, то есть, видите, заметно, как меняется текстура и как они выглядят здесь, в данном случае, камни такие более выпуклые. Можем мы поменять масштаб нашей карты, ну, то есть сделать покрупнее, да, камни. Вот что-то, вот, например, вот так, да, может это выглядеть. Теперь давайте посмотрим, что же здесь у нас получается. Ну, пока не очень удовлетворяет. Ну, посмотрим, что мы еще можем сделать. Мы можем текстуру сдвинуть, видите, вот так, по оси X. Можем сдвинуть по оси Y. Можем сделать по оси Z смещение. Ну, также можем поменять ориентацию. Вот если мы включим, видите, как будет меняться у нас положение текстуры, да, то есть под разным углом она будет поворачиваться. Ну, также мы можем поменять прозрачность, сделать еще что, например, листву поставить. И вот здесь покажем распространение, размер листа поменяем, появление поочередно, нижний этаж, да, вот видите, как мы, то есть от низу до куда может идти. Что это за такое листва? Вот давайте посмотрим поближе, что это такое. Ну вот, это то, что у нас получается, как бы растет от земли на нижней части текстуры, да, ну так, то есть более реально приближенных к действительности, да, получается. Ну, не очень, да, это хорошо выглядит. Уберем ее поменьше, оставим чуть-чуть. Но все равно нас вот это не устраивает. Давайте попробуем применить еще следующее. Значит, такой инструмент, как выветривание к текстуре. Вот у нас здесь она включена. И давайте мы ее подвигаем и посмотрим, что будет происходить. Вот видите, происходит что? Камень становится такой более старый, да, более старый. Ну и, допустим, вот так мы его сделаем и посмотрим, как оно выглядит. Ну, выглядит оно, я скажу, реально, да, но сама текстура, может быть, не очень к нам подходит. Здесь
старение, выветривание может применять для дерева, для кожи, для камня, как мы применяем, для металла, железа, меди, пластика и других таких элементов. Видите, ну все-таки не очень, да? Значит, мы можем создать свою текстуру. То есть есть готовые уже такие бесшовные текстуры, которые можем загрузить и применить. Вот у меня таких немножко текстур имеется. Текстуры, это бесшовные текстуры каменной кладки. И давайте попробуем их поприменять. Значит, первый тип это такой. Я ее загружаю сюда, и видите, что из себя представляет эта каменная кладка. Да? Каменная кладка. Вот такая выглядит. Ну, можно немножко масштаб уменьшить. Вот так. Ну, то же самое не очень. Да? Поменяем на другую. Это была первая. Теперь вторая. Мы открываем. И посмотрим. Вот так она выглядит. Да? Ну, тоже не подходит, сразу видно. Давайте дальше. Третья. Вот так. И вот это мне нравится больше всего. Да, из тех, которые есть. Вот теперь, наверное, это одна из самых подходящих. Единственное, попробуем, что сделать. Масштаб чуть-чуть поменять. Масштаб. Ну, вот. Чуть-чуть увеличить масштаб, чтобы он был вот так. И, ну, рельеф остается, да, пускай будет рельеф. Рельеф, выветривание остается, и листва остается. Вот так выглядит. Ну, и давайте еще посмотрим внимательно. Ну, пока оставим временно эту и попробуем еще другую загрузить, да. Другую. Это была третья. Вот еще у нас есть четвертая. Посмотрим. Вот так выглядит. Ну, точно нет. Еще одну. Попробуем. Пятую. Вот так выглядит. Ну, тут она может и подходить, да? Похоже, что может и подходить. И если мы чуть-чуть масштаб ее поменяем, ну, то выглядит она более-менее подходящей. Так, еще давайте посмотрим из той, что есть у нас. Это там, вот, ну, вот это давайте возьмем. И посмотрим, как она будет выглядеть. Ну, вы, наверное, обратили внимание, что по объему она очень такая большая, да? Картинка сама. Ну, если мы увеличим, ну, тоже неплохо выглядит. Так, как могла выглядеть сама крепость. И если мы, ну, рельеф здесь уже есть, вот так вот, то выветривание добавим, да, чуть-чуть. Получается более-менее так она выглядит неплохо. Ну, да, тут можно пытаться делать это очень и очень долго, поэтому давайте мы пока ограничимся и посмотрим на других видах материалов, поработаем с другими видами материалов. Ну, а если нам это не понравится, то вернемся еще, поскольку процесс здесь может идти бесконечно. Теперь давайте немножко займемся древесиной. Выберем вот эту древесину. Открывается, выберем цвет, да, то есть здесь мы хотим наложить текстуру. Открывается библиотека материалов, выбираем наружное дерево. И давайте посмотрим, ну, если мы наложим так. Ну, ничего, так оно прилично выглядит, да, но хотелось бы чего-то другого. Это сильно современно выглядит. Ну, допустим, так. Вот это уже, наверное, лучше, да? А теперь вот так посмотрим. Ну, так, наверное, еще лучше, да, выглядит. Вот такие выглядят старые доски.
Ну, так как это дерево и выглядело. Ну, а теперь еще одну попробуем, посмотрим. Ну, вот здесь такие старые бревна, да, выглядят. Так, ну, мне кажется, что это наиболее подходящий из типов, который есть. Так мост мог выглядеть. Ну, давайте я нажму еще раз по значку и посмотрим. Если мы масштаб да не надо трогать. Выветривание чуть-чуть, может быть, добавим, да, чтобы оно, выветривание дерева, чтобы оно чуть-чуть стало выглядеть постарше. Ну, рельеф, вот, и вообще выглядит оно прилично, да, как мог выглядеть мост. Теперь, а у нас еще есть здесь вот такие элементы, как есть, сразу давайте посмотрим, перила. И очевидно, что для него вот именно такой бы материал и подошел. Чтобы опять не искать настройки, то мы можем сделать что? Выбрать мост. Отобразился материал, который мы наложили. Дальше копировать этот материал и закрыть. Поставить галочку. Теперь мы выбираем перила. Опять же, выбираем материал. Выбираем любой. Видите, я не задумываюсь даже. И сюда вставляю материал, тот, который был. Вот оно, перила, и получилось, да? Вот оно выглядит таким вот образом. Здесь единственное, что можно сделать. Здесь, наверное, можно сделать, поменять масштаб карты. Вот я его сделал помельче, чтобы оно выглядело лучше. И хорошо, все, оставляем. Дальше выбираем вот эти опоры перил. Опять же назначаем материал дерева, лишь бы какое. Затем вставляем материал, и вот этот материал вставился. Но, смотрите, никуда не годится. Видите, он стоит как поперек, а нам надо, чтобы он по длине был. Поэтому мы что сделаем? Повернем, да, повернем, ну так, чтобы у нас материал стал по длине. Ну, вот, видимо, так. И теперь уменьшим масштаб. Это плохо, да, получается. Если мы его сильно увеличим, тоже плохо. Нам нужно, чтобы была видна текстура дерева, да. Ну, вот так, если мы оставим. Еще можем попробовать его повернуть. Вот. Вот так будет хорошо. Хорошо. Принимаем. Теперь еще выбираем опоры. И для них тоже выбираем материал дерева, любое ставим. И опять вставляем тот материал, который был у нас. Так, теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. И надо ли нам тут что-то делать, да? Ну, видите, тут есть одна деталька, да, которая, она может быть не видна будет нам. Но видите, наши бревна вот эти идеально, да, получились. А те, которые в длину лежат, они не совсем хорошо, текстура в них лежит. Что тут можно было бы сделать? В модель и покрасить эти бревна одним цветом, а эти бревна другим цветом. Тогда бы мы имели возможность что сделать? Ну, здесь наложить текстуру и повернуть ее, да, а сейчас мы этого сделать не можем. Но единственное наше счастье то, что этого видно не будет, да, этого видно не будет. Так, хорошо, все у нас получилось нормально, да, я думаю, с мостом, так он мог и выглядеть. У нас остались ворота. Ну, очевидно, что они должны выглядеть по цвету точно так же. Поэтому я выбрал дерево. И вот смотрите, мне попалось вот такой материал. Ну, что-то такое похожее может быть. Ну да, давайте посмотрим вот этот, если мы возьмем. Или тот, который мы ставили, да. То может быть нет. Вот это, наверное, будет вот так, да, лучше. Единственное, что здесь требуется, наверное, сделать, это поменять масштаб. Да, вот чуть-чуть мы его увеличим. Вот, так.
Вот чтобы оно стало, да, вот сейчас оно хорошо выглядит, да, и не очень. Ну, сейчас еще раз попробуем двигать его. Мы можем здесь, вот что сделать. Мы можем позицию поменять. По оси X не надо, по оси Y не надо, а по оси Z как раз и нужно. И вот как мы не меняем, все равно, значит, надо чуть-чуть поменять масштаб. А теперь подвигать. Так, и переместить по оси Y. Вот так, например. Теперь по Z попробовать. Вот так. Ну и вот теперь наши ворота выглядят так, как нужно, дабы выглядеть. Хорошо, принимаем. Теперь у нас на воротах есть металлические такие накладки. Да? Давайте посмотрим, какой тут есть металл. Ну, видимо, он должен быть какой-то черный. Да? Черный. Ну, он даже очень подходящий, но у него есть недостаток, то, что он сильно блестит. Да? Ну, хорошо, это мы поправим. Блеск, видите, мы уберем. И отражение тоже. Масштаб такой же остается. И мы можем ему сделать немножечко выветривание железа. И добавим, посмотрим, что будет получаться. Вот, видите, пробивается ржавчина. Да? Так настоящее железо, которое было уже долгое время на улице, должно выглядеть. И оно выглядит у нас реально так, как должно быть. Да? Хорошо, со входом мы разобрались. Давайте мы теперь разберемся. Кстати, я сюда смотрю, и видите, вот здесь на боковой стенке у нас выглядит вкладка плохо, да? Плохо, то мы потом вернемся в конце и будем ее то же самое равнять. Потому что спереди она выглядит хорошо, а так плохо. Ну, давайте мы поставим сюда. Значит, сюда мы поставим тот же материал, который был у нас на воротах. То есть я имею в виду вот этот. Выбираю его, копирую. Копирую, закрываю. И сохраняю изменения. И дальше поставлю вот сюда сверху. Вот сюда. Опять же, теперь я ставлю, ну, металл, да, ну, не задумываясь, металл какой. Открываю его и вставляю материал тот, который у нас был. И вот видите, получился такой, как нужно. Дальше. Теперь у нас есть купол. Купол. И вот здесь еще купол. Теперь давайте подумаем, каким же мы его сделаем цветом, какую текстуру наложим. Так, значит, выбираем материал и, ну, наверное, с этого лучше начнем, с самого купола, да, выбрали наружный, смотрим металл и смотрим, какой у нас есть такой ярко, чтобы он был золотой, да? Ну, он чисто золотой быть не может, он может быть сделан там из меди, например. Ну вот мы сделаем так, его из меди. И давайте посмотрим теперь, как он выглядит. Ну, он выглядит очень даже прилично, да? Теперь мы можем, единственное, давайте попробовать, что масштаб плохо, когда мы его меняем. Вот так, отражение, блеск пускай будет, ну и масштаб остается. Теперь давайте мы его немножко состарим. Ну вот возьмем золото и его чуть-чуть состарим. О, ну это за много, наверное. Ну вот так, да? Так получится идеально. Мы его скопируем. Сохраним изменения. И теперь вот здесь выберем
и вставим такой же материал. О, видите, чтобы он был такой же. Так, есть. Так, а вот здесь что сделать? Здесь, что здесь можно сделать? Ну, здесь тоже должен быть металл, по идее. Но он не такой, должен быть другой какой-то металл. Ну, вот давайте посмотрим, что тут будет у нас выглядеть. Так, и это не совсем и хорошо, да? Так, какой еще можем мы выбрать? Ну, вот давайте посмотрим, что это такое у нас. Так, чуть-чуть масштаб поменяем, рельеф немножко добавим, добавим старение, выветривание, так, чтобы было вот так вот. И давайте его скопируем. Сохраняем изменения. И давайте еще вот сюда ставим материал. В этот кусочек у нас остался. И материал вставим. То есть, чтобы он оказался такой же. Да? Материал такой же. Вот что у нас получилось. Да? Вот что у нас получилось. Ну, предварительно пока пойдет. Теперь давайте посмотрим, что еще нам необходимо сделать. Ну вот здесь у нас идет сами стены крепости, а далее идет такая площадка, ну скорее всего, ну, не гравий, а вот такой вот уплотненный грунт. Потом идет боковая стенка и потом идет уже горизонтальная площадка. Ну вот давайте мы ими и займемся. Выберем вот эту горизонтальную площадку и искать этот материал можно вот здесь. Здесь есть почва. И давайте посмотрим, какую почву мы тут можем создать. Да? Вот для этого почва. Так, и варианты давайте посмотрим, какие у нас они есть. Ну, допустим, вот такая. И что мы давайте поближе посмотрим, как наша почва это выглядит, да? Ну, как-то не так, да, как хотелось бы. Так, ну вот может быть так, а может быть что-то с примесью, вот, допустим, зелени. Можем, вот тут, если мы увеличим, то видите, это как бы лежат листья, да? Не очень тоже подходящая почва. Так, вот это, значит, вот такая. Ну, сейчас мы полистаем, посмотрим, что у нас есть. Ну, желательно, я понимаю, так, чтобы она была с такой примесью зелени, а здесь больше зеленая трава, да, чтобы она такая была разная. Да, ну, подходящего, что сильно хорошая. Ну, это... Ну, нет, надо такую больше все-таки. Ну, а если мы вот эту возьмем и давайте попробовать тут что-то с масштабом посмотрим. Ну, вот так. Мы можем, кстати, поменять немножко цвет потом, да? И поменять его можем как? Вот здесь включить раскраску. И видите, здесь у нас цвет белый. А можем мы здесь выбрать любой другой, например, там зеленый. И дальше двигать, и она у нас, текстура начнет менять такой свой оттенок больше. Только не на белый, а нам надо, а вот на какой-то такой, да. Вот видите, она станет более зеленой. Ну, можем раскраску убрать, ну, чтобы она такая грязно-зеленая была, похожа
на какой-то грунт с листьями, да, видите, ну вот он, грунт с листьями есть. Так, хорошо, дальше, масштаб подходящий, ну, выветривание можем применить, ну, тут что, где камень, наверное, да, вот если мы применим это выветривание, то оно будет, ну, вот так, пятнышками выглядеть, как выглядит настоящая земля. Хорошо, значит, мы его скопируем, применим, и мы скопировали это для того, чтобы такой же поставить материал вот сюда. Сюда мы выбираем любой материал и вставляем материал аналогичный, да, вот сюда. Так, ну вот, вроде бы с этим материалом мы разобрались. Теперь ставим галочку и дальше. Давайте смотреть дальше, какой материал у нас есть. Так, ну вот, здесь. Но здесь у нас должно быть фасад такой белый. Поэтому мы красим наружная штукатурка. Выбираем, ну и штукатурку выбираем самую белую, которая из них есть. Ну, это будет вот это. Так, видите, она далеко не белая. А теперь давайте мы ее попробуем покрасить. Белый цвет. Вот теперь она стала побелее. Белая. Вот. И теперь посмотрите, если мы будем менять масштаб карты, он будет меняться, но оставим так, чтобы такая мелкие такие были видны кусочки, чтобы она не идеально была у нас ровная, да? Так, я думаю, что это пойдет. Так, а вот этим цветом, что обозначено, это тоже штукатурка, да, но эта штукатурка более такого желтоватого цвета, ну вот такого, да. И вот давайте посмотрим, что у нас получается. Ну и нормально получается, почти идеально, да. Ну мы сам цвет еще посмотрим на тех картинах, которые есть, и потом его подделаем, да, под то, что нужно. Теперь давайте вот здесь на фундамент посмотрим. Здесь у нас должен лежать камень. Значит, ну и какой здесь камень может лежать? Ну явно не такой, не такой, не такой. Ну и что из того, что здесь есть, тоже нет. Ну это уже лучше, но не то. Вот такой может быть, а может быть вот так уже лучше, лучше. Так, сейчас еще посмотрим, вот здесь. Так, и что это? Вот это более подходящий. Так, теперь давайте его выберем и здесь его немножечко попробуем поменять вот карту побольше масштабом. Так, ну отражение чуть уберем, рельефа добавим. Добавим выветривание. Так, вот, чтобы он был виден, как он у нас старый. И теперь его скопируем. Скопируем. Так, скопировали, поставили галочку. Поставили галочку. Так, дальше что здесь? Здесь у нас еще осталось. И вот смотрите, что у нас тут получается. У нас беда есть, да? У наше крылечко, оно такого же цвета, видите, цвета, как мы покрасили, да? Покрасили крышу. И что надо делать теперь? Нам надо, покрасили крышу на башне на входе, да, вот такого же, вот видите, цвета. Ну, потому что оно было такого цвета, да, и что остается? Ну, остается что? Вернуться, здесь вариантов других нету. Красить ее никак не можем. Значит, мы единственное можем что? Вернуться в модель и там внести поправки, то есть крыльцо перекрасить другим цветом. И тогда после этого мы можем сюда возвращаться и продолжать дальше. Ну, давайте пока крыльцо мы трогать не будем, оставим его. Оставим. Что мы можем здесь
наложить на крышу, да, на крышу. Материал какой здесь есть для крыши? Вот у нас есть крыша, и вот есть варианты. Ну, видите, вот такой может быть, так, так. Ну, что это? Это плитка такая блестящая. Вон может быть черепица, да, черепица. Ну, в принципе, может и быть, да. Ну, давайте посмотрим другие варианты. Так, вот это мелко. Нет, 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 нет. Вот, это черепица, да, такая как раз и старая, но ее лучше, может быть, посмотрим, у нас же есть еще вот здание, да, ее бы лучше туда пустить. Какие еще тут варианты есть? Ну, это современная крыша, современная. Ну, из старых вот что есть у нас, тех, которые были раньше. Ну, наверное, скорее всего, вот это, да. Теперь попробуем, что с ней можно сделать. Ну, во-первых, масштаб ее точно надо чуть-чуть увеличить, да. Дальше, теперь посмотрим ориентацию, да. Ориентацию точно надо поменять. И вот смотрите, если мы хотим, чтобы она здесь лежала, допустим, в одну сторону, а здесь в другую, то вот эти кусочки крыши надо красить в разную сторону. Ну, пока, может быть, так и пойдет, да. Так, теперь посмотрите, что еще у нас. Ну, давайте внутренностями займемся. Здесь стенку дальше надо покрасить. Ну, здесь что-то должно быть типа травы или грунта такого травянистого. Ну, то, что он сильно темный, это не страшно, мы его можем еще обесцветить. Но это явно что-то не то. Можем сделать его таким, но тоже не очень подходящим, таким. Ну, может быть, надо подумать еще. Здесь точно нет. Вот это что-то такое зеленоватое. Это нет. Вот такое. Такое. Так, и что ж еще есть такое зеленое? Ну, можно, не задумываясь, у нас еще есть трава, да, есть 2D, 3D трава. Но трава тут точно не подходит, да. Трава точно быть не может такая. Никакая, да, трава. Здесь нужно что-то вот из этого гравия, да, выбрать. Ну, что-то либо такое, это блестящее очень, либо вот такое зеленоватое, да, зеленоватое. Поскольку здесь предполагается, ну, что на этой склоне росли там, ну, вот именно, да, кстати, такая и хорошо подходит. Теперь единственное, что нам надо сделать, подобрать цвет, чтобы он стал более таким подходящим. Ну, вот чуть-чуть добавим зелененького цвета, да, и можем что, масштаб мы поменяли, рельефа добавим, отражение и блеска поменьше дадим. Ну, предварительно давайте, пускай такой пойдет. Обычно, всегда при устройстве там текстуры никогда не получается с первого раза красиво. Всегда потом приходится возвращаться, менять, да, все это делать. Ну, чем мы с вами тоже и займемся. Вот сюда я предполагал поставить что-то такое типа гравия, да, тоже. Или вот такое, да. Ну, такое, да, может быть. А может быть, давайте попробуем вот что сделать. Возьмем вот этот материал, его скопируем и поставим его сюда. Посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, вот так это будет выглядеть. Даже и, наверное, и не так плохо, да?
Ну, такая вытоптанная трава, да, получается. Ну, хорошо. Теперь еще нам нужно сделать это, вот этот материал назначить. Но здесь предполагался материал, это будет у нас камень, и такой камень, как булыжник, да, вот должен быть. Вот давайте поближе посмотрим, как это выглядит. Ну, он мелковат, да, раз, и сильно поросший травой. Ну, давайте тогда его чуть увеличим и посмотрим, что из этого получается. Ну, не очень, да, хорошо. Давайте посмотрим еще, что есть такое похожее. Это сильно светлое. Еще. Ну, нет, надо искать его здесь. Все-таки, видимо, придется на этом и остановиться. Ну, единственное, добавим его покрупнее, сделаем масштаб, чтобы он выглядел вот так. Масштаб. Ну, и посмотрим, а что если мы ему добавим выветривание, что это будет меняться. Так, масштаб еще увеличим. Рельеф. Вот так. Ну, вот так, да. Да, предварительно сойдет, да. Сойдет. Так, есть у нас еще вот такой объект. Это у нас должна быть трава. Ну, возьмем траву. И только единственное, что ее сделаем поменьше. Трава, ну, чтобы был подстриженный газончик, то вот, например, такая трава мы можем взять, такая, да, ну вот такую, если мы возьмем, мы можем ее масштаб уменьшить и, ну, сделать чуть посветлее, да, чтобы она такая была не однородная, а такая более похожа на натуральную, с погрешностями. Так, ну и тут ее можем кудрявость поменять, вращение карты сделать другое, размер травы, вот можете увидеть, какой большой можем сделать, меньше сделать. Ну, пока давайте оставим ее так. Теперь осталось вот здесь применить материал. Это будет камень. Применим сюда камень. Но, скорее всего, здесь должен быть камень какой? Такой, что-то вроде плиток. Ну вот, например, такой, да? Единственное, его надо сделать чуть масштабом побольше. Вот такой. И в серединке здесь тоже должна быть, ну, я полагаю, так, трава. Его засадим пока газончик вот такой травой, как здесь. Мы его скопируем и ставим сюда. Берем любой материал, первый попавшийся, и сюда вставляем. Есть. И по центру опять берем любой материал и взамен его вставляем траву. Так, есть. Ну, вот такой получился у нас газон. Так, теперь остались у нас домики вот эти. Ну, видите, они у нас из скетчапа пришли со своей текстурой, да? И, кстати, она бы очень даже и подходящая, да? Ну, что-то такое мы можем сделать тоже. Давайте посмотрим, какие у нас тут кирпичи есть.
это сильно красиво. Так, это сильно по-современному выглядит. Ну, так делают, да, но так оно шикарно выглядит, но это выглядит так, как будто это английское здание, да. Оно точно не английское. Так. Ну, давайте посмотрим. Вот это более подходящее. Так, это. Ну, такое, ну, современное что-то очень выглядит. Так. Тоже сильно современное. Так. Тоже не очень. Так, такая кладка. Ну, не очень, да, подходящая. Угу. Вот нет такой, которая бы понравилась, да? И которая бы подходила бы нам точно, да? Точно нет. Ну, давайте, может быть, вот и оставим, да, вот такую, да, скопируем материал. Вполне возможно, что он такой и был. И вот давайте еще такой же материал дадим вот этим домам, или, может быть, его есть смысл сделать деревянным, да, деревянным. Ну, вот трубу можно задать именно такому материалу. Вот так же. И вот видите, у нас раз трубу мы задали, и все стало здесь такое. Оно покрашено у нас одним и тем же цветом. Ну, оставим кирпичные домики такие, да. Вот так, все. И остались крыши у этих домиков. Выбираем. Ну, вот. Крыша могла быть такая. Давайте ее посмотрим. Она может быть даже подходящая, но единственное, что у нее нужно повернуть ориентацию, да? Вот так. Вот таким вот образом. Так. И что здесь осталось? Ну, почему-то здесь у нас стала очень большая, да, текстура до большого масштаба. Масштаб, почему он так стал, неизвестно. Ну, вот так, например, оставим его, ну, можно чуть поменьше, да, оставить вот так. Вот так. Ну, первый набросок мы сделали, да? Первый набросок сделали. Вот еще что у нас осталось. Здесь вот эти маленькие башенки. Ну, башенки, я думаю, мы сделаем такого же цвета, как вот это. Выбираем материал, копируем его. Затем назначаем вот сюда материал и его вставляем. Вот, и они, видите, стали такие, как есть. Так, ну и теперь остается нам еще поработать над вот этой кирпичной кладкой, которая наружная. Видите, она у нас оказывается, ну, не очень, да, подходящая.
Посему мы попробуем еще поискать другую из тех, которые у нас есть. Если нет, то будем еще искать ее дальше, да, до тех пор, пока мы не найдем то, что нам нужно. Вот другой вариант гладкий. Ну, вот такой. Ну, видите, точного нам не подходит, да? Не подходит. Значит, другой вариант. Ну, может быть, вот этот. Нет, он хорошо выглядит, да, по-старому, но на большой поверхности это выглядит не очень хорошо. Ну, что мы еще не брали? Вот этот. Тоже не очень хорошо. Ну, хотя, если посмотреть, вот смотрите, ну, может быть, даже и пойдет, да. Но теперь мы должны себе записать то, что мы будем исправлять. Значит, первое. Боковые стены башни. Потом нам надо, чтобы получилось корректно отображалась текстура, вот эти бастионы, их покрасить по-разному. Бастионы. Так, и крыльцо. Ну и внутреннюю поверхность стен. Поэтому сейчас мы должны что сделать? Завершить, вернуться к модели и ее потом снова обновить. Это делается так. Вот мы выбираем и выбрали модель. И вот смотрите, мы ее выбрали, и мы можем здесь импортировать новый вариант. Так мы с вами в следующий раз и сделаем, когда мы там все поправим. Да, когда поправим. А пока на этом все.